Теперь посмотрим второй наш фонарь и также начнем с упаковки. Через прозрачный пластик мы можем видеть сам фонарь, не открывая упаковку. На упаковке крупным шрифтом написана модель фонаря NU10. Этот фонарь может максимально выдавать 160 люмен. Также в нем имеется встроенный аккумулятор, литиевый аккумулятор на 900 мАч. Фонарь выпускается в разных цветах, и у нас вот здесь отмечен черный цвет. Это означает, что в данном случае это у нас вариант в черном цвете. Так оно и есть. И здесь написано, что данный фонарь заряжается через USB-порт. На обратной стороне здесь написаны основные такие характеристики. Это максимальная дистанция, на которую он может светить, 35 метров. Максимальное время работы 150 часов. Так же, как и в предыдущем фонаре, вот это время работы, которое указано на упаковке, имеется в виду, что фонарь включен на минимальном режиме, то есть 1 люмен. И максимальная интенсивность 310 SD. Ну, я уже говорил, что я не знаю, что это за характеристика. Ну и через прозрачный пластик мы здесь можем видеть аксессуары, которые идут с этим фонарем. Это ремешок на голову и USB кабель для зарядки. USB, micro-USB. В принципе, по упаковке я все рассказал. Сейчас найду ножницы, и мы аккуратно упаковку распечатаем и уже посмотрим на сам фонарь, его потрогаем, пощупаем и посмотрим, как он работает. Открываем. Ага, здесь вот такая получается, как бы коробочка пластиковая. Это у нас какая-то бумажка. Здесь указаны характеристики. Ну, в принципе, это инструкция только на английском языке. У меня есть такая же, только на русском. Вот у нас сам фонарь. Сразу же скажу про его габариты. Значит, вот это вот его ширина 60,5 мм, высота 35 мм и вот эта вот толщина 29 мм. Вес этого фонаря с встроенным аккумулятором 64,9 грамма. И вот такие аксессуары идут вместе с этим фонарем. Ремешок на голову. Кстати, ремешок точно такого же качества, как в предыдущем фонаре. Да, точно такой же мягенький и эластичный. И здесь, как я уже говорил, есть вот такой USB кабель для зарядки. Ну что ж, раз у нас фонарь налобный, давайте сразу прикрепим его к ремешку. По идее, ремешок должен заходить вот в эти пазы и таким образом фиксироваться там. Вот. Думаю, что я сделал все правильно. Ну, а вот здесь уже ремешок регулируется под размер головы. Данный фонарь имеет ступенчатый механизм регулировки наклона. Вот так это все происходит. И максимальный угол наклона 60 градусов. Этого вполне хватает, чтобы выполнить все свои функции. Вот так.
На одном из торцов фонаря находится вот такая резиновая заглушка, под которой располагается micro-USB порт для зарядки этого фонаря. Ну, а заглушка защищает от влаги. Например, если пошел дождь, то туда вода не попадет. Фонарь имеет 4 стандартных белых светодиода для обычного освещения. И по центру располагается красный светодиод. И всем этим делом управляет 2 кнопки, которые располагаются сверху. Одна кнопка включает белый свет обычный. И вторая кнопка, тут даже есть буквочка R английская, Red. То есть означает, что она включает центральный вот этот красный светодиод. Ну, белый свет понятно для чего, а красный, кому непонятно, могу объяснить. Ну, например, элементарная ситуация. В палатке спят несколько человек, и вам, например, надо встать что-то подсветить. Вот. Вы включаете просто красный свет, и что получается? Получается, вы подсветили все, что вам надо, то есть вам все видно, а людям, которые спят, вы абсолютно не мешаете. Вот и все. Ну и таких примеров может быть много. Это как бы привел единственный пример, который мне сейчас пришел в голову. Так, ну в принципе с внешним видом все. Сейчас покажу весь функционал этого фонаря, потому как фонарь хоть и кажется очень таким простым, но на самом деле он не такой уж и простой. Здесь в принципе функций довольно много. Только что я еще раз немного прочитал инструкцию и в принципе с фонарем полностью разобрался. Сейчас постараюсь вам все это показать. Значит так, во-первых, в этом фонаре есть 3 режима яркости. Минимальный режим 1 люмен, средний режим 35 люмен и высокий режим, то есть максимальный, 160 люмен. Теперь еще такой момент. Как бы это объяснить? Вот если, например, мы нажимаем на кнопку и в течение 3 секунд нажимаем еще раз и еще раз, у нас режимы меняются. Если мы, например, нажимаем на кнопку, вот выбираем средний режим и ждем больше 3 секунд, то когда мы опять нажмем на кнопку, фонарь выключается. Вот, например, видите, если быстро нажимать, режимы переключаются. Если нажать, вот, например, минимальный режим, и вот проходит 3 секунды после включения, мы сейчас нажмем, у нас режим не включится, следующий, а фонарь просто выключится. Раз, все. Если быстро нажимать, до 3 секунд успевать нажимать, то он яркость свою будет менять. Так, с этим понятно. И вот еще не сказал, у красного светодиода яркость 13 люмен. Также в этом фонаре есть специальные режимы, это режим SOS и маяк. Для того, чтобы включить специальный режим, нужно подержать вот эту основную кнопку, которая включает белый свет, подержать в течение 3 секунд ее надо. Вот держим. И вот включился специальный режим. Нажимаем еще раз, у нас включается маяк. Еще одно нажатие, выключили. Опять держим. Включается режим SOS. Нажимаем еще раз, включается режим маяк. Еще раз выключили. Ну, с этим режимом все понятно. Также в этом фонаре есть замечательная функция блокировки от случайного нажатия. Для этого мы одновременно нажимаем на 2 кнопки. До того момента, пока здесь не замигает красная лампочка. Оп, она один раз мигнула и все. И теперь смотрите, мы нажимаем на кнопки, а фонарь просто мигает красным светом, показывает, что он заблокирован и включаться не будет. Отлично. Теперь нажимаем опять на 2 кнопки, опять мигнула лампочка, и фонарь разблокировался. Очень удобно. Раз. Заблокировали, разблокировали. Все, с этим все понятно.
Так, еще режим красного света. Нажимаем кнопку один раз, вторую кнопку, там где буквочка R. У нас загорается светодиод красного цвета. Нажимаем еще раз, он выключается. Если мы включаем светодиод и сразу нажимаем еще раз, то он у нас будет мигать. Ну и еще раз выключаем. Точно так же, как с этой кнопкой. Нажали один раз, ждем 3 секунды. И сейчас вот мы нажмем, он мигать не будет, а просто выключится. Если мы кнопку еще раз нажмем в течение 3 секунд, то он будет мигать. То есть то же самое, что с белым светом. Только там менялись режимы, ну в смысле менялись степени яркости, то здесь меняется просто моргающий красный диод или не моргающий. Ну и теперь поговорим о питании этого фонаря. Это тоже очень интересная тема. Здесь все очень толково сделали в этом плане. Я уже говорил, что в этом фонаре стоит встроенный аккумулятор. Заряжается он через USB. С этим все понятно. Но вот что мне еще понравилось. Здесь есть такая функция, чтобы можно было проверить, хотя бы приблизительно, чтобы мы могли понимать, насколько фонарь у нас заряжен. Как же это сделать? Держим 1 секунду вот эту кнопку. Вот, и у нас, видите, мигает красная лампочка на кнопке. Одно мигание – это уровень заряда ниже 10%. 2 мигания – уровень заряда ниже 50%. И 3 мигания – уровень заряда выше 50%. То есть в данном случае мигает 3 раза лампочка. Это означает, что фонарь заряжен более чем на 50%. Это очень удобно. Так, что касается зарядки. Когда мы включаем сюда зарядку, у нас начинает гореть в процессе зарядки красный светодиод в этой кнопке. Когда фонарь полностью заряжен, он меняет свой цвет на зеленый. Вот и все. Все очень просто и все понятно. Вот такой вот замечательный фонарь. В принципе, я о нем все рассказал. Вот пока рассказывал, мне он начал еще больше нравиться. Ну, в общем, все по этому фонарю. Сейчас мы, так же как с первым фонарем, переместимся в темное место, и я покажу наглядно его режимы яркости. Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.